Полтава находится 150 километров от Харькова, а мы там еще ни разу не были. Исправим. Поехали. Полтава не нуждается в рекламе, потому что Полтава – это Полтавская битва, это классики, которые ее прославили. Гоголь в первую очередь, Пушкин, Шевченко, Панас Мирный, Котляревский. Сейчас едет на поезд Полтавская битва. И оператор Олег. От автовокзала маршрутка 14/18, остановка Памятник. Очень быстро доехали. И вот у нас памятник. Подойдем сейчас поближе, посмотрим, почитаем. И вот сюда налево музей истории Полтавской битвы. Это памятник шведским воинам, павшим в бою под Полтавой 27 июня 1709 года. Вот по пути мы нашли институт, встретили свиноводство. Прикольный памятник полтавской белой породе свиней. Время лечит раны. Вечная память храбрым воинам, павшим в Полтавской битве 27 июня 1709 года. Вот это на шведском. Колокол. Это на украинском. Ротонда. Шанування памяти погибших участников Полтавской битвы. Сооружена в 2009 году к 300-летию Полтавской битвы. Самсоновская церковь, 1852. Надпись: войны сей пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство. Петру врученное за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборющегося за вас, по вас, на того единого, яко всесильного в бранях уповайте. А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только пошла Россия во блаженстве и славе для благосостояния вашего. Слова Петра Великого. Там он рушится немножечко. Такой вид шикарный. Такой шикарный. Пять. 45, а даже не пишут. Обер-офицеров 45. Капралов. Всего погребено 1345 человек. Прикинь, какая Да. битва была. Там, ну, представляешь, 10 тысяч погибло шведов. Представляешь, 10 тысяч, 3 тысячи взяли пленными. Представляешь, какие масштабы были? Ты представляешь, сюда 10 тысячам дойти? Это в просто. Полтаву, со Со Швеции. Швеции, да? Это просто я не представляю. Я понимаю, что шведское, В те времена, да? шведское государство, оно смогло быть и в Польше. И в Польше. Так, а здесь же ж Полтава 3 месяца сдерживала осаду, ждала, пока подойдет Петр с войсками.
От полтавські сувеніри. Подивимось. Много з дерева интересного. Карта, схема музейного местечка. Тільки зніму. Я очі розкрила Хотів подрачок немає. на пам'ять. 4. Тримайте. Подрачок пятерочку. А ви мені... Алло? Ось такі магнітики купили за 30 і за 28. І йдемо в музей Полтавської битви. Йдемо. Петр I. Монумент. А вот цены. Так, вот режим работы. Для своїх військових реформ набирає регулярну армію шляхом набору викликів, але які отримали слабу військову підготовку. Розуміючи, що воювати з морською державою, також будує флот. І тут перед вами знаходиться макет кормової частини військового корабля. Інтер'єр капітанської каюти, звичайно, її. На початок війни йому виповнилося лише 18 років. Він був на 10 років молодшим за Петра І. Коли Північна Ліга оголосила війну Швеції, шведський парламент мовляв Карла XII прийняти ультиматум союзників і не вступати у війну. Але Карл XII вважав своїм обов'язком захистити нейтральність своїх попередників. Тому війна все-таки розпочалася. Важливості ця підстава був справжній, оригінальний. Сама гармата, дерев'яний муляж, справжньо ви бачите перед входом до музею, світло біля. Зараз знаходимося в епіцентрі подій, в епіцентрі баталії, в епіцентрі поля знаходиться наш музей. Фортеця Полтава, про яку ми з вами говорили в Україні за часом Свободного Майдану і Інститутської культури. Як карандаш. Худий, вузькоплечий, тощий, як його описують, з великою головою, досить невеликим розміром ноги, як для його зросту. Самсоновская, потому что война началась в день Самсония. Самсония. Потом Самсоновская церковь. Интересная экскурсия. Вот Каштановая аллея. Мы идем к Каштановой аллее, главной площади. Мы идем к корпусному саду, к корпусному парку. Красиво. Это здание Крестьянского банка. Здание 1909 года. Сейчас здесь расположено здание СБУ, здесь размещено. И вот сердце Полтавы, круглая площадь и разбитый на ней корпусный парк. В центре монумент славы. Памятник установлен в 1809 году к столетию Полтавской битвы. Орел клювом своим показывает на поле сражения. А вот эти пушки, которые окружают памятник, они тоже из Полтавской битвы. 12 метров до этого орла высота. Проектировал все это место архитектор, который является автором Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Поэтому называли вот это место маленьким Петербургом. Соборная 36. Вот это было присутственные места, здание присутственных мест. Теперь это здание городского совета. По кругу от круглой площади находятся такие интересные здания. Вот одно из зданий, которое окружает круглую площадь, находится вот в таком ужасном состоянии. Это здание Петровского кадетского корпуса. Открыт он в 1840 году по повелению Николая I. Такой здесь подземный переход. Мы идем кушать галушки. Быть в Полтаве не поесть галушек непростительно. Комплекс «Злате место». И вот
наша цель По двери вижу. галушка. Шарованная печінка. Ти що вибрала? Она сказала самые вкусные Полтавские. фирменные. Галушки Я там. выбрала фирменные. Они стоят 76. А, так. Полтавские 52. Мы поделимся. 52 Да. полтавские. А у меня окрошка с копченой курицей. О, Алён, как же Хлеб вкусно. черный. И нам приятного аппетита. Как же вкусно. Все это в красивой посуде. Галушки полтавские. А это галушки фирменные с начинками. И те, и другие. Эти прям в соусе. Ну, смачно. Сейчас я не знаю. Для нас очень горячо, подразумеваю. Ням-ням. Просто божественный фильм. Смачно. Где согласие в семействе, где мир и тишина, счастливы там люди, блаженна сторона. Из Наталки Полтавки. Памятник Марусе Чурай. Поэтессы и писательницы и певицы. В народе именуют памятник девушка с мобилкой, потому что она держит руку так, как будто бы разговаривает по телефону. Алло, не слышно вас? Алло. Вот Николай Васильевич Гоголь. Здесь в аллее, да, будем пытаться сейчас угадывать, откуда, из какого произведения фигурки. На черту сидит. Вакула. Вакула. Вечера на хуторе близ Диканьки. Солоха. Солоха. Что это? А, точно, это нос. Это разбульба. Телец какой-то. Интересно. Вот это русалка. Це сам Гоголь. Да. А як це все красиво? И вот такой красивенный краеведческий музей. Здание архитектурного искусства. А напротив него в стиле кубизм памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Со строками из его стихов. Вражею злою кровью волю окружающую. Внутрь не пойдем. Это, наверное, уже не работает. Уже очень сильно устали. Вот такое очень много элементов таких красивых. Нереально красивое здание. Эмаль. Такие элементы. Спасская церковь. В ней молился Петр I. А внутри она вообще сама деревянная. Но из-за того, что это дерево гонта портилось, сделали такую оболочку. Люди принесли светить Пасхи. И мы купили пасочку. Потолок деревянный, видишь? Ну, как покрасили, получается, краской. Истинно воскрес. В Иерусалиме зашел огонь? Да. Смотрел? Не было. А это... Вот такой монумент остановки Петра I.
на отдыхе. Вот. На месте здесь стоял дом казака Магденко, в котором он остановился отдохнуть на второй день после Полтавской битвы. Петр I покоился здесь после подвигов своих. 27 июня 1709 года. Ліна Костенка, що пишуть? Слова Да. лучше, більше не А підбереш по-українськи нічого. це звучить так. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч битий магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. Свято-Успенський собор. Ходила утром, Красавчик. а потім приїхала, а він вже поїхав. Так, розмовляє. Ти знаєш, де ми зараз знаходимося? Памятник Галушки. 2006 год. Воспроизвели одну из башен крепости. 15 было башен защитных. А это Белая Ротонда. Здесь вид обещают на реку Ворсклу. Крестово-Воздвиженский монастырь. Семиглавый. Крестово-Воздвиженский монастырь. В 1650 основан. Единственный в Украине в стиле барокко семиглавый. Во время войны со шведами здесь находилась ставка Карла XII. А в первой половине 20 века он был закрыт и разграблен. Использовалась НКВД в качестве тюрьмы для малолетних, а затем как школа-интернат, и возвращен в церковь в 1991 году. Есть согласие в семействе, и мир и тишина, счастливы там люди, блаженна сторона. Котляревский. Родился тут Котляревский. Соборный Майдан 3. Дом-усадьба. Ага, открыто. Зайдем. Очень мило здесь, да? Так, 20 взрослый, Это 25 куда? Это куда? съемка. Наверное. Не знаю. Купола красиво блестят. Садиба письменника Котляревського. Друга половина 18 століття. Ходим. Така хатинка. Гарненька. Ты что тут шалишь? Металлический. Наверняка. Вместо 25 или можно поспать полчасика, если лень, спина болит, не могу. Пец. Ой. Популярна була гра правда і комусь безпеку. Решта меблів тогочасно підібрані, не Котляревському. Як ще далі гра в карти називалась? Що? Ігра в карти, як я називав. Стиль називався ломберний. А, ломберний. Ломберний, да. Это в колодец только набросали монеток.